Здравствуйте, друзья! Вот решил я, значит, на шлифовальную машинку наделать самодельных вот таких вот насадочек. То есть оно вот так вот одевается, то есть получается бесконечное. И для шлифовки, значит, всевозможных изделий. То есть вот в бормашинку вставляется. И они у меня кончились. Это надо идти покупать, и решил я из наждачки вот сделать самодельный. Наждачка 240-я. Вот думаю, померю сейчас диаметр, значит, этой насадочки. Получается 12 с небольшим, но пусть 12 будет. И вот решил склеить, значит, из наждачки. Думаю, на что бы намотать ее, то есть наматывать ленточку. Вот. Вот нашел вот сверло. 12-го сверла у меня нету. Нашел вот 10-е. Вот, значит, сверло у меня 10-е, как я уже сказал. И вот, чтобы к сверлу-то не приклеилась наждачка, потому что я ее буду вот таким вот образом приклеивать. То есть вот так вот, вот таким вот. Я вот хочу полиэтиленом обмотать. Вот так вот, наверное. Так. Изоленту берем. Начинаем мотать. Что получается у нас? То есть вот такая вот штука. Получилась палочка, примерно диаметр, который мне нужен. На которую буду наматывать. Вот. Начнем. Так, прижимаем. И вот так вот по краешку, по самому краешку. И клеим. Процесс трудоемкий. В магазин бежать дольше. Ну вот клеим, сидим. Ну вот, друзья, что получилось. Сейчас мы снимем с изоленты. Берем так вот, проворачиваем. Вот, и все снимается. Здесь подклеим немножко. Все, подклеили. Все приклеено. Сейчас нарежем. Сейчас отрежем. Так, где она? Вот она. Четко входит. Вот так, да? Ну вот, друзья, насадочка готова. Одевается четко. Было потолще, но пойдет. Попробуем нашу насадку. Ну вот. Все работает. Давайте что-нибудь начнем. Шило. Оно как раз затупилось. Сейчас мы его и наточим. Тупое. Здорово точит, кстати. Вон, посмотрите. Кончик уже острый.
Может быть, с виду не сильно аккуратно, конечно, но зато производительность вообще. Ну вот, смотрите. Шило острое. О, сейчас хоть что проткнет. Наточил его, вон кончик, видите? Вот он. Наточено. Вот я взял 180-ю наждачку и хочу сделать набор машинку зачистные кружки. То есть возьму пробочку от бутылки, вырежу кружочки и потом с двух сторон склею. Будет двойной такой. А кружочки эти нужны. Это зачистные кружки. Можно зачищать металл, дерево, всевозможные материалы. Также можно шлифовать ими. Можно даже резать, только не металл. В общем, круги нужны для зачистки, для шлифовки. Даже для заточки можно. Можно наточить даже ножиками. Но металл резать не будут. Резать будут только пластмасс, дерево, допустим, там. И зачищать. А зачищать всевозможные материалы. И вот приступим. Берем фломастер. Вот пробочку взял от бутылки. Обводим. Так, раз. Вот, начинаем склеивать. А склеивать буду вот одна половинка, вот вторая. То есть вот так, наждачкой наружу. И начинаем. Клей я вот примостился вот таким образом, ватной палочкой брать. Удобно, и носик не заклеивается. Вот так вот нанесем. Раз, раз. Раз, раз, раз. Ничего страшного. Сейчас все сделаем. Так. Пока отложим сюда. Клей закроем. И быстренько одна с другой совместим. И прижмем плотно. Затвердитель пока капать не буду. Прижму. Брызнем затвердителя, чтобы быстрее затвердел. Все, затвердеет махом. А он испарится быстро. Теперь центр пробуем найти. Где он у нас будет? Ну вот, примерно, да. Пробиваем центр. Так, ну, вот, ну-ка, что мы там наковыряли? Должно войти скоро. Вот, все вошло. Так, вторая штучка у нас, вот она, шайбочка зажимная. Одеваем. Сейчас что-нибудь отрежем. О, какой получился. Он подровняется в процессе. Вот. Края будут ровные. Затягиваем. Ну вот. Вставили. Немножко кривоват, но ничего страшного. Ну вот, вторую скорость я включил. Ну вот максимально. Нет, не максимально, где-то вторая. Ну давайте отрежем пробку.
что зажато так. Вон, видите? Ну вот, пробка напополам. Обороты бы больше дал, быстрее бы разрезал. Но разрезала. Вот. Ну, для мелких работ что-нибудь пойдет. Я вот видел, контактные колеса идут, в общем, с наждачкой. И я решил токарю вот заказать, чтобы он мне сделал из капролона. Это очень твердый материал. Вот оно, это контактное колесо. Капролон — это вот твердый пластик. Он используется для живообоймых подшипников. То есть, чтобы ролики, шарики держало. Очень твердый, износостойкий. Там же по некоторым даже параметрам он даже может перегоняет сталь. То есть, по своим этим физическим параметрам. Начинаем одевать. И вот оно залезло плотно. Сейчас у нас контактное колесо. Значит, будем на него наждачку приспосабливать. Но для начала я хотел приклеить вот такой лейкопластырь на него, а потом уже сверху прикрепить наждачку. Наждачку клеить не буду, она просто будет ложиться вот на эту тряпичную основу. Она будет немножко как бы расширяться и ее плотно сжимать. И она круг наждачки не будет слетать с этого торца, с колеса. Берем ацетончика, чтобы обезжирить торец колеса. Ну вот. Вон ватные диски. Да хоть что. И просто сейчас протрем масел, чтобы хорошо лейкопластырь приклеился. Вот одинаковый диаметр. Что тут 40, что тут 40. Сейчас будем клеить. Рисочку отметим и начинаем клеить второй слой. Ну, слоя, наверное, 2, наверное, 3-то надо будет. Ну, вот обрезаем, смотрим, чтобы не приклеилось. Палец главное не обрезать. Где-то в 4 слоя нанес. Аккуратненько приклеиваем. Сейчас пройдем. Она, в принципе, липкая, должна наждачку держать. Ну вот. Теперь будем наждачку клеить. И вот нам нужно сейчас узнать длину наждачки, потому что мы ее будем вот так вот вокруг ее прикреплять. Давайте это можно сделать по старинным дедовским способам. По веревочке. Берем веревочку, прикладываем ее, чтобы все было соосно. То есть вот так. Примерно на середину. Так это, чтобы она ровно была. И начинаем. Вот, то есть, примерно получается, вот окружность смерили. Сейчас мы смерим метром. Метод не очень удобный, но действенный. Вот. Значит, нам нужно где-то 56,5 сантиметров ее отрезать, и потом будем приклеивать. 56. Наждачная бумага. Вот ее зерно 60. Ну, что нашел, то нашел. И вот сейчас будем ее, значит, отмерять и отрезать. А ширина у нас 50 миллиметров. Ну, мы возьмем с небольшим запасом, потому что еще же будет отрываться. Но возьмем 51, 52. Наверное, возьмем 52. Сейчас отметим все это дело. Вот так вот. Раз. Зацепик.
И вот я, значит, уже оторвал наждачки. Сейчас ее будем прикреплять на контактное колесо. Будем измерять. Значит, берем ее, плотненько натягиваем, ставим. Отмечаем фломастером рисочку. Вот, что получилось. Вот, риска есть у нас. И потом будем одевать. То есть она будет вот так вот сниматься. Ну вот, друзья, у нас лента, значит, оторвали мы. И вот ее, значит, сейчас будем вот так вот склеивать. А буду склеивать прям вот на контактном колесе. Потому что я не хочу сначала склеить, вот я разметку сделал, сначала склеить, потом его натягивать. Зачем мне это надо? Лента, когда уже изработается, я ее возьму и оторву просто между собой, и она снимется легко. Вот, значит, клей у нас для МДФ панелей. Вот. И вот активатор. То есть, и вот пшикнул, то есть, и сразу моментально через 2 секунды, секунду оно заклеится. Вот. И сейчас начинаем работать. Вот так вот у нас будет. И все. Сейчас будем наносить в это место клей. Начинаем наносить. Так, натягиваем, значит, плотненько ленту, чтобы она очень плотно прилегала. И начинаем стягивать. Берем активатор и немножко брызнем активаторы. Вот так и прижимаем плотненько все это дело. Вот. И подождем немножко. Ну вот, что получилось. Ну вот, работать, вот можно работать. Все, спасибо за внимание. Вот решил сделать шлифовальный барабан. Думал, с чего сделать, а у меня гаража нету. Только в квартире. В квартире это вот как я вот где-то брать деревяшку, обтачивать стамеской. Тут будет стружек до самого потолка. Тут вообще захлебнешься в них. И решил я вот, увидел в продаже вот такие вот заглушки на трубу торцевые. Решил я сделать, почему бы с него не сделать барабанчик. И вот сделал. Вот, нашел центр. Вот это на 100 заглушка. Нашел центр. То есть приклеил вот шлифовальную ленту. Тут просто не внахлёст сделал, а вот в стык. Приклеил ее. Тут тоже капелька, тут капелька клея, потом она легко открывается. Вот. И сейчас посмотрим, как будет работать. Значит, прикрепляем. Одеваем средство защиты для глаз и включаем станок. Ну, все прекрасно работает. Вот гвоздик. Сейчас его и подточим. Ну, сейчас его
Все точит прекрасно. Можно деревяшки. Пожалуйста. Вот у меня побольше барабан. 125-й. А есть еще продаются 200-е. Есть продаются 200-е. Ну, немножко как бы тут бьет, но она легкая. И тут ничего не будет. Вот, пожалуйста, меняй их. Напокупал их. Они стоят дешево там. Напокупал их и меняй. Наклеил наждачки разного абразива. И все. Удобная штука. Ну, это так вот. На скорую руку. Чтобы не сорить в квартире. Ну вот, спасибо за внимание. До свидания.